Раздел «Русские писатели на иностранных языках», часть 2. Здравствуйте, дорогие подписчики нашего видеожурнала. В сегодняшнем выпуске журнала мы услышим, как звучит на немецком, английском и французском языках пушкинская поэзия в исполнении читателей отдела литературы на иностранных языках Тверской ордена Знак почета, областной, универсальной научной библиотеки имени Алексея Максимовича Горького. Выбор наш пал именно на эту библиотеку потому, что она знаменита своей большой и плодотворной работой по пропаганде литературы и прежде всего русской. Это одна из ведущих крупных библиотек Российской Федерации, фонды которые насчитывают свыше 3 миллионов единиц хранения, и старейшая библиотека Тверского региона. Она была открыта в 1860 году по инициативе либеральных дворян Твери под руководством Унковского, лицейского товарища Салтыкова-Щедрина, который с лета 1860 года стал тверским вице-губернатором и членом Совета комитета Тверской публичной библиотеки. На день открытия в библиотеке насчитывалось 3198 томов, из них 1158 были на французском языке. Располагалась библиотека в здании губернского управления, где сейчас находится администрация Твери, занимая угол первого этажа. В 1954 году библиотека получила новое, настоящее, специально приспособленное здание. В проект главного входа здания органично были вписаны уцелевшие стены портика храма Знамения Божией Матери, разрушенного в годы войны. Библиотека стала местом проведения конференций, лекций, литературных и музыкальных вечеров. Сейчас она наряду с театрами и музеями стала одним из ведущих учреждений культуры города Твери. В ней действует около 20 отделов, залов и центров по работе с читателями. Среди них и уютный отдел литературы на иностранных языках. Он основан в 1942 году, и сейчас в нем хранится 70 тысяч документов на 60 языках. В нем сложилась удивительная атмосфера доброжелательности, интеллигентности и в то же время замечательной ответственности по отношению к тем, кто изучает иностранные языки. Ведь отдел функционирует так же, как языковой центр, и является единственным местом в городе, где можно бесплатно изучать иностранные языки. Но среди огромного количества книг, CD и DVD на иностранных языках в отделе немало переводов книг русских писателей на языки других народов. Эта сфера деятельности библиотечного отдела особенно важна и благородна, так как популяризирует российскую культуру, делает доступными образцы высокой русской литературы и в первую очередь Александра Сергеевича Пушкина, не только для носителей языка, но для всех, кто хотел бы узнать, каков действительный уровень созданного в России. Для нас особенно ценны издания, в которых представлены переводы произведений Александра Сергеевича Пушкина на иностранные языки. Это избранные произведения Пушкина в 4 томах, опубликованные в 1950 году на немецком языке, или избранные произведения Пушкина в 2 томах 1990 года на английском языке, отдельные произведения Пушкина на французском языке. Сегодня прозвучит 4-я строфа вступления к поэме Александра Сергеевича Пушкина «Медный всадник». Мы остановились на ней, потому что она не только предваряет содержание великой поэмы Пушкина, но и широко известна сама по себе, находится у многих на слуху, то есть имеет самостоятельную ценность. С другой стороны, эта строфа становится визитной карточкой из Санкт-Петербурга, своеобразной его энциклопедией, потому что каждый, желающий узнать поближе нашу страну, обязательно знакомится с ней. Поэма «Медный всадник» написана Пушкиным в 1833 году в знаменитую Болдинскую осень. Однако опубликована она была только после смерти поэта стараниями Василия Андреевича Жуковского в 1837 году, потому что не прошла царская цензура. Полностью произведение было издано уже в 20 веке, в 1919 году. «Медный всадник» можно считать квинтэссенцией пушкинской поэтической манеры, его художественной стратегии, которая включала в себя при лаконизме внешних форм, композиции, сюжета, системы персонажей, изысканности и в то же время простоты языка, безграничную многозначность и глубину смыслов. Четкость и краткость пушкинского стиля
была совершенно самодостаточна, но именно она являлась камнем преткновения для его ценителей и критиков за рубежом, полагавших, что небольшое произведение – безделица, проба пера, а подлинный гений проявляется лишь в крупной форме. За безупречный пушкинский лаконизм всегда упрекали поэта, не понимая, что это и есть одна из главных особенностей его творчества. Основу сюжета поэмы составляет реальное трагическое событие в жизни Петербурга, произошедшее 7 ноября 1824 года. Речь идет об одном из самых страшных в истории города наводнений. Царь Петр повелел построить новую столицу государства российского в очень неудачном месте, ведь его волей роковой под морем город основался. Судьба обыкновенных маленьких людей в столкновении со стихиями природными, историческими, властью, государством Пушкин обобщает в образе Евгения. Его жизненная программа заурядна и сводится к тому, чтобы жить как все. Но она терпит крах, потому что осуществились замыслы Петра на мшистых, топких берегах ногою твердой стать прямой. Возводя свой город, самодержец не задумывался ни над судьбой тех, кто строил город, ни над судьбой тех, кто через 100 лет стал в нем жить. Но стихии, не желая подчиняться воле человека, все время напоминали о себе. Одно из последствий бунта стихий – вызов Петру, брошенный самым ничтожным из его подданных. Узнав о гибели в водах разбушевавшейся Невы своей возлюбленной Параши, Евгений сходит с ума, и однажды он видит, что перед ним прямо в темной вышине, над огражденную скалою, кумир с простертую рукою сидел на бронзовом коне. Конфликт назрел, ведь Евгений понял, что не небеса, а люди вершат судьбами человечества. Герой бросает вызов строителю чудотворному: «Ужо тебе!» Но проклятие героя ведет его самого к гибели. Петр не стерпел угрозы со стороны дерзнувшего упрекать его простого человека. Услышал его и начал свое страшное преследование. Для Евгения мечта государя о всеобщем благоденствии обернулась тяжелозвонким скаканием грозного царя по потрясенной мостовой. Суть конфликта поэмы в столкновении двух правд, каждая из которых носит объективный характер. В «Медном всаднике» конфликтующие стороны государство и личность, и конфликт этот носит неразрешимый характер. Небольшая по объему поэма Пушкина имеет сложную структуру: заглавие, жанровый подзаголовок, предисловие, вступление, две части и примечания. Все это служит цели предельно точного, достоверного, основанного на истине изображения трагических событий 7 ноября 1824 года. Особенно сложна композиция вступления, которая состоит из 6 частей. В первых 2 частях речь идет о возникновении грандиозного мирозданческого плана Петра, который предстает здесь мифическим культурным героем, то есть героем-просветителем, великим созидателем. На берегу пустынных волн он задумал заложить город, который станет окном в Европу, то есть позволит России занять достойное ее место в мире, станет новым толчком к развитию всей страны. Конец 2 части вступления и начало 3 имеют сказочный колорит, воссоздавая появление Петербурга как чудесное рождение из вод мифического города. Пушкин как бы творит легенду о волшебном возникновении Петербурга по замыслу Петра. Прошло 100 лет, и юный град полночных стран, краса и дива, из тьмы лесов, из топи благ вознесся пышно, горделиво. 3, 4 и 5 части вступления представляют собою торжественную песню, в которой прославляется Петра творение. Но каждая из частей представляет город с разных точек зрения. 3 часть несет на себе явные черты оды. Пушкин дает обобщенную картину великого города, утверждая его совершенство и царственность в торжественных стихах. Возникает образ Петербурга, каким он был уже через 100 лет после основания города Петром. В 4 части вступления Пушкин изменяет интонацию, и эта трансформация обусловлена сменой жанра, получающего отчетливые черты послания. Это очень личное, даже интимное обращение к городу, признание в любви к нему.
о чем свидетельствует 5 раз повторенный глагол «люблю». Но теперь каждый из уровней и элементов города соотнесены с судьбой и мироощущением самого поэта, сознающего огромную роль младшей столицы в своей жизни и творчестве, неразделимых с судьбой города и страны. Пятая часть вступления написана в жанре гимна. Здесь утверждается незыблемость града Петрова как столицы России, направленной Петром по новому пути, их величие и вечность. А главное – утверждение веры в преодоление вражды стихий как природных, так и социально-исторических. Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия. Между вступлением к поэме, где поэт поет гимн великому городу, и страшным ее финалом возникает резкий диссонанс. Но в нем есть своя непоколебимая логика, так как в этом противоречии скрывается подлинный драматизм и диалектика истории и жизни. Принципы мелкой личной выгоды Евгения сталкиваются с идеями великих свершений, славой и гордостью России. Но и воля самодержца утверждается слишком жестоко и безжалостно, что не имеет гуманного оправдания.